22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны. Красная армия с жестокими боями отходила вглубь страны. Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу. Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей под Москвой. В 1985 году состоялась премьера киноэпопеи Юрия Озерова «Битва за Москву», рассказывающей о предвоенных месяцах в Европе и СССР, а также первых месяцах Великой Отечественной войны. Главной особенностью фильма стало то, что в фильме нет ни одного вымышленного персонажа. Все герои фильма – реально существовавшие люди с конкретными биографиями, да и сам сценарий фильма с документальной точностью передает ключевые события того времени. При разработке сценария режиссер фильма Юрий Озеров использовал воспоминания и мемуары не только высших советских военачальников, но и хроники военного времени, воспоминания участников показанных событий. Из воспоминаний режиссера Юрия Озерова видные историки считают, что битва за Москву началась с переправы немецко-фашистских войск через Буг, то есть 22 июня 1941 года, поэтому мы с полным основанием начинаем свой рассказ с событий, намного предшествовавших сражениям у нашей столицы. Фильм покажет, как, постепенно изматывая силы врага в боях у стен Брестской крепости, под Минском, Могилевом, Киевом, Смоленском, Тулой, Вязьмой, Красная армия ковала победу. Эти ожесточенные бои во многом отразились на исходе сражений под стенами столицы, так же как эта битва оказала влияние в дальнейшем на судьбы Великой Отечественной войны в целом. В истории бывают такие выдающиеся события, которые навсегда сохраняют в памяти человечества. Таким событием является грандиозная по своим масштабам и значению битва за Москву. Фильм снимался в Советском Союзе и за рубежом, в Германии, Чехословакии и Вьетнаме. Также съемки проходили в Подмосковье, Нижегородской и Владимирской областях. Еще одной дорогостоящей главой советской истории Баррандова, киностудия Чехословакии, стала киноэпопея того же Юрия Озерова «Битва за Москву». Это был крупный проект, к которому Мосфильм, помимо Чехословакии, привлек ГДР и даже Вьетнам. Баррандову эта пропагандистская картина обошлась в 15,5 миллионов крон, что составляло четверть всех расходов студии на кинопроизводство. 2 августа 1983 года Чехословацкое радио подробно рассказывало о начале этих масштабных съемок. Безлюдный Дол Ниержетов в районе города Мост, жители которого в связи с расширением добычи бурого угля переселились в современные поселки, с сегодняшнего дня превратилась в место ожесточенных боев. Народный артист СССР Юрий Озеров начал снимать там сцены своего нового фильма «Битва за Москву». Помимо артистов в съемках принимали участие более 500 солдат, 25 старинных танков и другая историческая техника, включая перекрашенные самолеты Общества содействия армии Сазавы. Репортаж о чехословацко-советском проекте шли по радио один за другим. 250 лучших актеров из СССР, Чехословакии и ГДР играет в киноэпопее «Битва за Москву», режиссером которой выступает народный артист СССР Юрий Озеров. Некоторые из эпизодов фильма снимаются у нас, в районе города Мост. Одновременно Озеров дает интервью. «Я участвовал во Второй мировой войне. Тогда мне было 19 лет. Я начинал простым солдатом, а завершил войну в звании майора, командиром батальона. Когда потом я окончил режиссерский факультет, то почувствовал, что у меня есть долг перед самим собой, перед своей молодостью, рассказать правду о Второй мировой войне». Сцены сражений снимали недалеко от Новосибирска. Так как ни одной единицы немецкой техники времен войны в СССР не сохранилось, то для съемок баталий использовались советские аналогичные машины, обитые фанерой и жестью и покрашенные в соответствующие цвета. Например, вместо немецких Т-4 в съемках использовали советские Т-44 и Т-34-85, загримированные соответствующим образом. Но из-за сложности создания таких машин их снимали только на передних планах. На задних планах видно Т-55 без грима, лишь перекрашенные под немецкие цвета. Советскую бронетехнику также собирали на базе шасси танков Т-34-85. На передних планах снимали эту технику, а на заднем можно заметить уже негримированные Т-34-85. Сцены в Токио с участием Рихарда Зорга снимали во Вьетнаме. В нем нашли места, которые хорошо могли передать атмосферу Токио начала 40-х годов. Однако при переводе фильма на другие языки из-за ошибки переводчиков в титрах вместо Вьетнама записали Венгрию.
Венгрию. Несколько дней старинный городок на Клязьме, Гороховец, стал как бы ареной жестких боев на подступах к Москве. Окопы, доты, дзоты находились в самом центре города, а по главной улице шли потоки беженцев. Лихо мчались полуторки, эмки. В уличных боях отражали натиск гитлеровцев не только регулярные части Красной Армии, но и ополченцы, которые возводили баррикады и дрались с врагом не на жизнь, а на смерть. Весть о том, что киностудия Мосфильм приступила к съемкам художественного фильма «Битва за Москву», быстро облетела город. Кинокартина должна была выйти на экраны к 40-й годовщине победы советского народа над фашистской Германией. По свидетельству директора фильма Рассказова, Гороховец для съемок выбран не случайно. Здесь сохранились не только приметы древней старины, но и довоенного времени. Эпизоды боев, снятые в нем, будут отождествлять картину города Тулы в памятные дни осени и зимы 41 года. Основная же часть съемок ведется в городе Дзержинске, Горьковской области и в Подмосковье. Из воспоминаний режиссера Юрия Озерова. Режиссеру трудно говорить о только что рожденном произведении, особенно о таком, как «Битва за Москву», создававшаяся 4 года. Я еще не отделяю себя от него, не вижу его вне себя, а значит, мне трудно с полной объективностью оценить пройденный путь, то колоссальное напряжение физических и душевных сил, которое потребовалось от всей творческой группы. Из воспоминаний чешского режиссера Отора Фука о съемках фильма на севере Чехии, в лесах Крушных гор. Некоторые сцены, которые невозможно повторить, снимаем сразу 6 камерами. Повышенное внимание требует вопросы безопасности, координация усилий 4 групп пиротехников, советских и чехословацких. Коллеги с Мосфильма привезли с собой 40 танков, грузовиков тех лет. Мы дополнили нашей трофейной техникой, работаем споро, дружно. Из воспоминаний актера и кинорежиссера Сергея Бондарчука. «Битва за Москву» дает представление о всеохватном размахе событий, поражает масштабом показанных в фильме военных действий, точностью разработки характеров героев. Понадобился титанический труд съемочного коллектива, чтобы воссоздать на экране главное, что свершилось в то трудное время. По-моему, более масштабной постановки мировая кинематографическая практика еще не знала. Фильм вызывает много споров и противоречий по сей день. Некоторые обвиняют его в излишнем возвышении маршала Жукова. Якобы весь фильм только и говорится о том, что Жуков талантливый и прозорливый полководец, которому высшее руководство постоянно вставляет палки в колеса. Кому-то не нравится, каким глупым и недалеким показан Сталин, аргументируя это уже начинающимися перестроечными настроениями в стране, из-за чего режиссеру пришлось отойти от исторической точности. Кому-то не хватает полного исторического соответствия в показанной военной технике, постоянно ищут киноляпы. Кто-то считает, что режиссер слишком сфокусировал внимание на действиях высшего командного состава, снижая таким образом значение героизма советского народа. Но кто бы что ни говорил о фильме, все до единого сходятся во мнении, что этот фильм является одним из лучших советских фильмов о войне, который с исторической точностью передает все события этого времени. Война — это всегда страшно, война — это всегда боль, утрата и горечь. Нужно, чтобы все поколения людей помнили об этом в каждый момент своей жизни, чтобы ценили подвиги наших предков, которые дали нам возможность жить и смотреть на мирное небо. Этот фильм обязателен к просмотру всем, независимо от возраста, пола, вероисповедания и политических взглядов.